Всем привет! Я Геннадий Зырин из команды Anarchia Racing, и это обзор мотоцикла Yamaha VR 250F 2019 года. Я протестировал этот мотоцикл в различных условиях: на эндуро-трассе, в лесу, на пересеченной местности, на подъемах, спусках, на большой кроссовой трассе уровня чемпионата России, на песке, на эндуро-стадионе. И сейчас расскажу вам о своих впечатлениях. Но для начала я бы хотел сказать о двух важнейших вещах. Первое – это то, что канал Stantex переехал в эту новую, большую, крутую студию. А второе – это то, что канал Stantex набрал 1 миллион подписчиков. Это очень крутое событие. Поздравляю, ребят! Никогда не видел ничего подобного. Поздравительное письмо от YouTube. И, внимание, вручено каналу Stantex за достижение 1 миллиона подписчиков. YouTube. Вот это круть. За день до съемок у меня была единственная возможность попробовать этот мотоцикл на стадионе в Крылатском. И на суперкроссе он мне показался каким-то мягким, вальяжным, я даже подрастроился. Но в основной день мы поехали в лес, в родную стихию этого мотоцикла, и все, что я считал минусом, оказалось большим плюсом. Первое и самое яркое впечатление – это невероятная легкость мотоцикла. Это чувствуется в наклонах, в перекладках, в полете. Хотя по паспорту мотоцикл весит 117 кг с бензином, цифра обычная для эндуро, по ощущениям мотоцикл невесомый. Ехать на нем по лесу гораздо легче и приятнее, чем на кроссовом мотоцикле. В подъемах очень легко ловится поперечный баланс за счет развесовки мотоцикла. Но могут возникнуть проблемы на крутых затяжных подъемах из-за того, что вянет мотор. Я застал те времена, когда мотоциклы КТМ не были распространены в России, и тогда самым желанным и крутым хард-эндуро мотоциклом была именно Yamaha VR. С тех пор прошло много времени, марка развивалась, и перед нами последняя современная версия этого мотоцикла. Она сделана по последнему слову техники, все те технологии, которые отработаны на кроссовых Yamaha, здесь есть. Цилиндр здесь развернут задом наперед, то есть впуск впереди, выпуск сзади. Впереди вверху вместо бака находится воздушный фильтр, а сам бак смещен назад и вниз. Цилиндр наклонен назад. За счет этого удалось централизовать массу, и поэтому мотоцикл кажется необычайно легким на ходу. Эндуро-стадион аналогичен с лесом. Мотоцикл себя там отлично чувствует. Ехать приятнее и легче, чем на кроссовом мотоцикле. Полет мотоцикла с препятствий ровный и предсказуемый. Плавность мотора на руку. Мотоцикл не дергается сам и не дергает гонщика. Для полноценной езды по таким трассам мотоцикл надо одевать во все защиты. На эндуро-мотоциклах обычно бак делают прозрачным, чтобы видеть уровень топлива. Здесь он темный, но на самом деле уровень бензина все равно виден. Объем бака здесь 7,5 литров. С учетом того, что это 250 кубов и мотоцикл экономичный и инжекторный, этого объема хватит часа на 2, не меньше. Я в основном езжу на кроссовых мотоциклах, и поэтому вот эта автомобильная приборная панель мне показалась забавной. Но потом я понял, что, например, у лампочки указания топлива есть большой гоночный смысл. Я постоянно мучаюсь, надо заезжать мне на заправку или нет, а здесь она как раз подскажет об этом. Кстати, мы замерили, она загорается, когда в баке остается 2 литра топлива. Аккумулятор здесь еще обычный свинцовый, хотя на кроссовых мотоциклах стоят уже литиевые аккумуляторы, то есть более легкие и более мощные. А это значит, что у мотоцикла есть потенциал для снижения веса и для улучшения стартового тока. На кроссовой трассе подвеска, на удивление, хорошо работает. Она справляется со всеми препятствиями, с прыжками, с волнами, с неровностями. Но на коротких разгонах перед прыжками не хватает мотора. То же самое на скоростных участках в гору. Тренироваться можно и так, но для соревнований в стоке он не годится. Впереди у мотоцикла тормозной диск диаметром 270 мм. Тормоз мощный, и при желании мотоцикл можно легко поставить на переднее колесо, но при этом ход у рычага довольно длинный, что будет большим плюсом для начинающих, так как при касании рычага не будет моментальной блокировки. На рычаге сцепления есть вот такое удобное колесико, можно быстро и без инструмента регулировать место срабатывания рычага. Кстати, я говорил уже, что он очень мягкий,
Но ход срабатывания при этом такой довольно длинный, размазанный. Профессионалу может не хватить остроты в рычагах, ну а для начинающего это большой плюс. Мотор здесь плавный, что является большим плюсом в лесу и на эндуро препятствиях. При открытии газа, особенно с малых скоростей, нету рывка, и мотоцикл едет плавно и предсказуемо. Благодаря плавному мотору, мягкому сцеплению, а также длинноходному, но мощному переднему тормозу, мотоцикл отлично подходит для обучения вилли и стопинга. Я уже говорил, что подвеска довольно мягкая и хорошо работает в лесу и на эндуро препятствиях. Но с другой стороны, она достаточно энергоемкая и ее не пробивает на кроссе и на прыжках на плоское. Это редкое сочетание. В общем, подвеска реально классная. Коробка передач на этом мотоцикле состоит из 6 скоростей, что дает огромный скоростной диапазон. То есть на первых 2 передачах можно ехать медленно, затычные препятствия, а на 5-й, 6-й разгоняться до огромных скоростей на полях и грунтовках. Мне удавалось разгоняться больше 130 км в час, и это была не максимальная скорость. Главный вопрос, который был у меня к этому мотоциклу, это прет он или не прет. Я думаю, такой вопрос есть у всех. Мощность для новичков здесь достаточная, но мне не хватило сочности, которая есть в моторе на кроссовых 250-ках. И объяснение этому очень простое. Мотоциклы эндуро ездят по дорогам общего пользования, поэтому они задушены по выбросам и по звуку. Даже глушитель здесь стоит не прямоточный. Классический глушитель с камерами. Мотоцикл легко раздушивается установкой прямоточного глушителя и соответствующей топливной карты. Песок – это всегда проверка мотора на мощность. Проехать по нему можно без проблем, но для спортивной езды стоковая настройка мотора слабовата. Мотоцикл получился большой, что мне очень нравится, так как большинство других мотиков для меня малы. В стандарте здесь удобные широкие подножки, много места для ног, толстый руль, который можно установить в 4 положениях по удаленности от сидения, 2 варианта установки стоек руля и плюс стойка разворачивается на 180 со смещением. Я был удивлен, когда увидел здесь вентилятор в стандартном оснащении. Даже на мотоциклах серии KTM X-Days вентилятор покупается отдельно. Здесь нет кикстартера. Это общая тенденция у всех производителей внедорожных мотоциклов. Это делается для снижения веса. Вилка здесь, естественно, на пружинах. Yamaha никогда не экспериментировала с воздушными вилками даже на кроссовой технике. На кроссовой версии шланг вентиляции картера свободно болтается и может засасывать влагу и грязь. Здесь, на эндуро версии, шланг выведен наверх в корпус воздушного фильтра. Звезды с завода стоят 13/50, это довольно стандартное соотношение для эндуро. Цепь, естественно, сальниковая. Амортизатор оснащен стандартным вентилем, а значит, вам не понадобится специальная иголка при обслуживании. Уровень масла проверяется через смотровое окошко. В стандарте здесь установлена FIM-резина. Это резина, которая подходит для эндуро соревнований, но при этом еще и одобрена для дорог общего пользования. Цену на мотоцикл смотрите по ссылке в описании. Советую сразу установить специальный ремешок для переноски задней части мотоцикла, так как за крыло это делать нельзя, оно оторвется. Ну и, конечно, лучше установить усиленную защиту картера, защиту радиаторов, защиту руля. Подробно об этом мы рассказывали в отдельном видео на канале Stantex. В итоге получился современный красивый мотоцикл, который отлично подойдет для путешественников, туристов, начинающих спортсменов, а также он подойдет и для продвинутых спортсменов, но после раздушки. Эй, пацаны, вы знали, что здесь фара-то регулируется?